армянский демократический лидер и патриот своей страны, ведет Армению в родную Европу. На заседании Совета ЕС принято решение о начале диалога по либерализации визового режима с Арменией. В этой связи глава МИД Армении Арарат Мирзоян назвал это событие очень важной вехой в углублении партнерства между Арменией и ЕС, основанного на общих ценностях и принципах. Что за этим стоит и какую цель преследует ЕС в Армении? То, что этот вопрос исключительно политизирован, следует из заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. По его словам, у нас есть взаимный интерес к дальнейшему расширению нашего диалога по внешней политике и политике безопасности, а также к будущему участию Армении в миссиях и операциях под руководством ЕС. Из этого следует, что вопрос о предоставлении армянам возможности свободно посещать страны ЕС имеет второстепенный характер. Но Брюссель уточнил, безвизовый режим будет введен только после того, как Армения будет соответствовать определенным критериям, и что этот процесс может оказаться не быстрым и займет несколько лет. А именно, ЕС ожидает от Армении полного контроля на внешних границах Армении. Ключевая фраза, означающая необходимость вывода пограничников ФСБ РФ как с турецкой, так и иранской границы, что должно стать императивом для Армении. Из Звартноца их выкинут к 1 августа сего года. Русские стали пугать армян страшилками, что ранее такие же критерии при предоставлении безвизового режима ЕС выставляли Украине, Молдавии и Грузии. И, мол, таким образом хотят отпугнуть народ Армении, что якобы, если Армения пойдет в Европу, то тут тоже такое может повториться, что случилось в странах, которые перечислены выше. Да успокойтесь, сидите мирно и тихо, болотные жабы. Если страна-террорист Россия не будет делать пакости по отношению к Армении, то ничего тут не будет и все будет спокойно. Сами напали на Грузию, Украину и Молдавию и еще во всем этом винят Европу. Такое ощущение, что у вас вместо человеческого лица обувная подошва. Тоже мне страшилками стали пугать. Не случайно ЕС сопроводил свое решение первым выделением Армении финансирования на поддержку вооруженных сил республики, но в размере всего 10 миллионов евро. ЕС видит, как Россия хочет дестабилизировать ситуацию в Армении и в целом на Южном Кавказе, и поэтому так усердно финансирует и вооружает Армению, чтобы мы стали более независимыми от террористической страны России, и чтобы могли противостоять его агрессивному сателлиту в нашем регионе, Азербайджану. Возможно, это пока символическая демонстрация военной помощи Армении с определенным смыслом, обозначающим свое присутствие в регионе. В то же время это определенный сигнал внешнему миру, что Армения в решении некоторых вопросов внешней политики согласовывает свои действия с западными партнерами, что является обязательной процедурой для внутриблоковых отношений. Естественно, это приведет к еще большей напряженности в отношениях Армении с северными болотами. При этом нельзя исключать, что Ереван по требованию Брюсселя может на первом этапе поставить вопрос об изменении статуса российской военной базы в Гюмри, о сокращении персонала и так далее, или вовсе, чтобы 102-я база покинула территорию Армении. Напомним, что в начале 2024 года Армения уже заморозила свое членство в ОДКБ. При этом рано или поздно встанет вопрос и об участии Армении в Евразийском экономическом союзе и в других интеграционных структурах с участием России. Помимо этого, на наш взгляд, появятся проблемы и с урегулированием отношений с Азербайджаном и Турцией. Одним словом, премьер-министр Армении Никол Пашинян во внешней политике идет ва-банк, словно пытаясь выявить, какая из внешних сил намерена биться за Армению. Отметим, что это не от хорошей жизни. Когда у тебя в союзниках непонятная страна под названием Россия, то ты должен максимально вложиться, чтобы противостоять таким странам-террористам, что и делает Пашинян. Но в Турции, к примеру, как пишет газета «Камхуриет», полагают, что США планируют в Закавказье открыть Южный фронт у южных границ России через Армению. Понятно, что речь ведется не только о потенциальной войне Армении с Азербайджаном, но и по Камхуриет
Стремление США вклиниться в Останинский треугольник – Турция, Россия, Иран. В этой связи официальный представитель МИД России Мария Захарова скорее под белой горячкой заявила, что Армению превращают в инструмент реализации чрезвычайно опасных планов коллективного Запада. От нее не отстает и спикер Путина. Песков, наверное, тоже под белой горячкой заявил, что Россия не хочет, чтобы Армения повторила судьбу Украины. Москва рассчитывает на политическую мудрость армянской стороны. Мы только не хотим, чтобы они выбрали безальтернативность, которую когда-то выбрал Киев. Вы хоть понимаете, что Россия ртами Захарова и Пескова в наглую угрожает нам? Одно могу сказать: у болотных наглость на высшем уровне. По сообщениям азербайджанских СМИ, 24 июля 03:30 азербайджанские пограничники зафиксировали нарушение государственной границы двумя неизвестными, направлявшимися из Ирана в Азербайджан. Нарушители оказали вооруженное сопротивление и скрылись. В результате инцидента 2 члена пограничного наряда получили легкие ранения. Этот случай подчеркивает крайнюю степень некомпетентности Азербайджана в обеспечении безопасности своей государственной границы, особенно на фоне того, что нарушителям удалось скрыться. Налицо непрофессионализм предельной степени. Тем временем из Баку звучат заявления об озабоченности дорогами Армении. Как говорил классик, где Кура, где мой дом, и действительно, двуличие как отличительная черта азербайджанской пропаганды ярко проявляется в этом контексте. Азербайджан не способен обеспечить собственную безопасность, но при этом активно критикует других. В одном из азербайджанских проправительственных каналов сравнили Алиева и Пашиняна, опубликовав видео с заголовком «Посмотрите на разницу», сами тем самым пытаясь восхвалить Алиева, что вызвало гнев и недовольство у азербайджанцев, которые поддержали Пашиняна и назвали Алиева диктатором и русской собакой. Реакция самих азербайджанцев на этот пост. На первые комментарии говорится следующее. Первое – это монархия, рабство. Второе – это демократия, народный выбор. Второе – комментарии. Чтобы остаться у власти, он кормит весь мир, а наша нация в нищете. Третье – да здравствует Пашинян. Четвертое – посмотрите на разницу сами, средняя зарплата. Армения занимает 57-е место в мире, где средняя зарплата составляет $682,93. Что ж, раз Алиев так настойчиво просит армян поменять конституцию, мы поменяем ее. И включим туда пункт о Миацуме с Восточной Арменией, с центром в Бакуракерте. Как я погляжу, жители Восточной Армении будут только за. Подписывайтесь на наш канал и пишите ваше мнение в комментариях.